Привет всем! Наконец-то свершилось то, что я так долго ждал. Попался толковый инструмент для привязки объектов в Blender. И до этого впервые я сталкивался с привязкой, когда использовал 3D модели из библиотеки Hamster в 3D Max. Я не знаю, что и как там было сделано, но там все работало просто отлично. Было, видимо, как-то заранее все оптимизировано. Ориджины в моделях были поставлены куда надо. Я пока не знаю, как все это делается, со временем узнаю. Но суть была в том, что когда перетаскиваешь в сцену, в комнату в какую-то, например, модель из отдельного окна хамстера, все просто отлично подходило к поверхностям, ничто никуда не утопало, не утапливалось. И в блендере я такого найти не мог. В блендере, конечно, существует функция Snap. Там есть какие-то настройки. Но что бы я ни пробовал, ничто не отрабатывало нормально. Все было как-то слишком заморочено. И это не только у меня так было, даже у гораздо более опытных 3D моделеров или визуализаторов. Они тоже жаловались на то, что все как-то отрабатывает коряво в блендере и некорректно. В 3D Max просто нажимаешь кнопочку, где привязка, и все, и работает отлично привязка. Никаких там настроек и так далее. Ну, видимо, можно было что-то настраивать, но даже без настроек все работало отлично. Так вот, теперь наконец-то появился аддончик, который грамотно отрабатывает привязку. Это Quick Snap. Появился он совсем недавно. Здесь вот даже есть ссылочка на YouTube канал разработчика, который разработал этот аддон. И мы видим, что видеоинструкция, как пользоваться этим аддоном, появилась всего месяц назад. И скачать этот аддон можно двумя способами. Во-первых, на Blender Market, где он стоит чисто символически 80 центов. Так скажем, отдать дань уважения разработчику. Но в то же время этот парень выложил его в свободный доступ на GitHub. Качай, пользуйся. Это буквально... На Blender Market это буквально, так сказать, отдать дань уважения за труды. Здесь есть подробная инструкция, как им пользоваться. Более того, как он отрабатывает. В принципе, даже по вот этому слайд-шоу уже можно понять, что тут да как. Но мы сейчас коротенько разберем это на примерах. И все ссылки на GitHub, на Blender Market будут, конечно, в описании к видео. Переходим. Этот аддон у меня уже установлен. И вот он, Quick Snap. Разворачиваем. Здесь у нас есть подробная инструкция, какие у нас хоткей к нему, горячие клавиши. Но в принципе все работает по сочетанию клавиш Shift, Ctrl, V. Нажимаете и начинает работать привязка. Можете уже регулировать привязку. И также по ходу дела можно регулировать наши оси, по которым мы хотим двигать. Если мы не хотим двигать, чтобы оно двигалось как-то более свободно, мы можем привязать к какой-то оси. Сейчас мы рассмотрим это на практике. В Object моде выделяем объект, Shift-Ctrl-V, выделяем вот эту вершину и вот видим, да, что привязка плотно и корректно отработала. То есть выделяем вершину и тянем ее до
нужной нам вершины, нужного нам объекта. Так оно привязывается. Так, немножко развернем. Сейчас опять вот Shift-Ctrl-V. Берем вот эту вершину. И вот, например, можем сместить, да, и он станет четко на угол. А если мы, например, хотим задать, например, мы уже задали Shift-Ctrl-V и выделили какую-то вершину, двигаем. Но, как видим, он у нас двигается в свободном таком режиме, да. И мы можем уже, когда в таком режиме у нас, мы можем задать ось, например, Shift-X. И он у нас уже будет двигаться строго по X. Но мы можем привязывать не только перетягивая целиком и полностью весь объект, мы можем также перетягивать отдельные части объекта, например, грани, вершины. Для этого переходим в Edit Mode, выберем, например, для начала все-таки в Object Mode, вот этот объект GZ поднимем повыше, чтобы было виднее, нагляднее. Переходим в Edit Mode, выделяем Faces, грани, выделяем эту грань, Shift-Ctrl-V, и видим, что полностью Face тянется к нашему кубику, но тоже видим, да, что все отрабатывает четко по вершинам. Мы выделили вершину и тянем к вершине другого объекта, и так у нас отрабатывает привязка. Сейчас вот еще раз Shift-Ctrl-V. Вот мы выбрали вершину, тянем вот к этой вершине куба, или к этой, или к этой. Даже вот к этой можно перетянуть. Сам конус у нас меняет форму, да, он вытягивается, потому что вытягивается только... Мы тянем за Face. Мы выделили Face перед тем, как включили привязку. Как по мне, все работает гораздо лучше, чем это работает в стандартной привязке блендера.